Привет, друзья! Вы на канале Власенко Лайф, и меня зовут Максим, кто со мной еще не знаком. И вот мы ровно 2 года как находимся на территории Польши. Отпраздновали мы это событие в Турции. Кто не смотрел ролик «Год в Польше», то обязательно посмотрите, он будет где-то вот тут. И смотрите на виды Турции и послушайте нашу историю. Надеюсь, она вам будет полезна. Год в Польше закончился тем, что мне предложили хорошие деньги, при этом я не был привязан к офису. Жена же ушла с Amazon в декрет с сохранением зарплаты. Мне платили деньги за то, что я рассказываю людям о том, что я и так рассказывал бы без денег, о возможностях хорошего заработка для мигранта, без графика, без начальства, без штрафов, а именно о работе в доставке Uber и Glovo, где я и так работал, и так рассказывал, а также о возможностях миграции на эту вакансию. Кроме Glovo и Uber, у шефа было еще СТО, кебабная и салон красоты. Для работы в доставке я сделал простенький сайт на Тилде, загнал туда трафик, причем бесплатный, и начальство просто охренело от количества заявок. Я нащупал эту первую боль мигранта – работа. А работа в Uber и Glovo была как волшебная таблетка для всех. Я своим примером показывал, как можно зарабатывать по 1500 злотых в неделю, работая постоянно, или как можно заработать лишних пару сотен злотых, покатавшись в доставке несколько часов после основной работы. Ох, и писюнов мне тогда напихали в комментариях, что я все вру, что таких денег там нету. Людям проще поверить в то, что факты поддельные, чем поверить своим глазам, так как я присылал скрины своих заработков. Собаки лают, а караван идет. Что если ты не хочешь работать, то тебе уже никто не поможет. Заехав на СТО, я понял, что тут сайтом не обойтись. Хоть он и лишним не был бы, но у них уже был кривенький сайт, и я решил сделать что-то более оригинального. Как вы помните, за первый год в Польше я оброс очень большим количеством знакомств. Я позвонил товарищу, у которого был хороший фотоаппарат, и мы сняли ролик для СТО. День съемок, неделя монтажа, и мое начальство вновь офигевает от качества работы. С кебабной было тяжелее. Я никогда не развивал ресторанный бизнес. Да и директор кебабной очень специфический человек. Все мои идеи он или уже пробовал, и они не работают, или даже пробовать не собирается, потому что думает, что они не сработают. Я не стал креативить и просто выполнял поставленные мне задачи, типа разработать дизайн флэриов или распечатать вывеску. В итоге этот бизнес продали, и я таки не смог поучаствовать в его развитии. По салону красоты мне сказали, что идей у них море, но им нужно время, чтобы определить, что именно от меня хотят. И со временем ни одна из идей так и не была реализована в жизнь, так как девушка-директор – это отдельная каста заказчиков. Но забегая вперед, хочу сказать, что у них и без меня получилось все очень хорошо, и если кому-то нужны контакты, то пишите. При этом на саму работу у меня ходило 1-2 часа в день. У жены вообще целый день свободен, а декретные капали. В общем, мы в свободное время или катались в доставке Uber Glovo, или путешествовали по Польше, так как за границу выехать не могли, потому что еще ждали карты побыта. Но даже если бы были карты, то COVID разрушил бы наше желание посмотреть мир. Как вы помните, начинал я работу в Польше в качестве помощника электрика. После Нового года я на работу уже не выходил, но по договоренности с директором продолжал числиться. За меня еще продолжали платить налоги. Как раз в мае 2020 года у меня прошел коридор по разрешительных документов, и я успешно уволился документально с работы электриком и тут же подписал трудовой договор с работой на доставке. Карты-то у меня еще не было, я просто донес новые документы в УЖОНД, а жену ждала собеседование на карту сталого побыта. Я очень переживал, что она может не сдать, так как заставить ее что-то получить было трудно. Немного полазив в интернете, я узнал информацию, которая недоступна обычному пользователю. А именно то, какой инспектор будет принимать у жены собеседование, и то, что инспектор только дает рекомендацию, а само собеседование пишется в протокол, и решение принимается потом на основании протокола. Как камень с души упал. Что-что, а протоколы я писать умел. Я дал жене четкое наставление, что абсолютно не важно, как и что она будет говорить. Важно то, что будет записано в протоколе. А поэтому на абсолютно любой вопрос от инспектора нужно начинать ответ с фразы «Jestem Polka» и заканчивать фразой «Jestem Polka». Пришел день экзамена. Она беременна. 4 часа ее мучили на экзамене.
Хотя, зная то, как моя жена любит поговорить, тут еще вопрос, кто кого мучил. Инспектор сразу сказала, что не будет записывать все в протокол, а только важные вещи. В конце собеседования ей сразу выдали решение «ты сдала». А последующие проверки – это уже просто формальность. Еще 2 недели ожидания и пожизненный вид на жительство у нее в руках, а автоматом такую же карту получает и ребенок. У меня же рассмотрение дела по карте стояло неподвижным. Как вы помните с первой части нашего приключения в Польше, когда я потерял паспорт, то я просто написал письмо в иммиграционную службу в Украине, и мне его сделали за 3 дня, хотя по всем правилам это занимает не менее 7 дней. Я подумал, а почему бы и нет? Я тогда еще не знал, как это называется, но я просто взял лист бумаги и слезно попросил Вужонда дать мне карту побыта. Мол, я все документы сдал, жена получила, что ж я как бедный родственник без документов. Уже на следующий день после письма мне на мобильный позвонил инспектор и сказал, что в моем деле есть небольшая формальная ошибка, что мне староста дал разрешение работать на этой должности 160 часов в месяц, а договор с работодателем на 168 часов в месяц. Я лечу к бухгалтеру, переделываю трудовой договор, отправляю инспектору и за несколько дней получаю положительное решение о выдаче мне карты побыта на 3 года. Я только потом узнал, что вот такое невинное письмо в Ужонт называется пшеспешение. Я давай пробовать писать такие же письма для моих знакомых, разбирая их ситуации. За месяц я написал 5 пшеспешень, и все 5 человек получили вид на жительство в течение 2 недель. Я рассказал об этом у себя на канале. Пошло много заявок помочь им. Но денег за это я морально брать не могу, а физически у меня нет времени разбирать каждое дело, чтобы грамотно написать пшеспешение. Поэтому ответ всем: логически подумайте, что не так в вашем деле, и своими словами об этом напишите. Инспектор обязательно на это отреагирует. При этом в юридическом языке существует еще такое понятие, как понагление, и написав его, вы можете наоборот отсрочить рассмотрение вашего дела на несколько лет. В общем, думайте, что пишете. Если совсем тяжело, то я, конечно, помогу, но вас много, а я один, поэтому, по крайней мере, постарайтесь сами сначала составить образец, а я подкорректирую. Или же обратитесь к профессионалам, которые пишут это за деньги. Жена уже была на каком-то там месяце беременности, что пора делать УЗИ по установлению пола ребенка. И я узнаю, что у меня будет девочка. Кроме того, что я взлетел на 7-е небо от счастья, так как мальчик-то у меня уже есть, я еще понял, что это совершенно другие затраты. И хоть у меня и была работа, которая приносит хорошие деньги, кроме зарплаты я получал очень хорошие бонусы от Uber и Glovo. Жена уже не работала, а ей платили зарплату за декрет. Я все равно понимал, что это ребенок, еще и девочка, и нужно дохода побольше. Для выхода на новый уровень дохода я еще в Украине придумал формат очень амбициозных желаний в сжатые сроки под названием «100 дней 10 целей». Одной из целей было переехать в дом. Дома для аренды в Познани прям редкость. И когда наш поиск не дал результата, мы подключили риэлтора. Встретившись с риэлтором, он сказал, что наблюдает за моей жизнью в соцсетях и ему импонирует мой стиль подачи информации. Что мы можем договориться о том, что он нам найдет дом бесплатно, а я помогу развивать его агентство недвижимости. Под наши запросы он показал несколько вариантов. И один из них, мне так даже и понравился. Одноэтажный, 4-комнатный дом с огромным внутренним дворником и 2 гаражами, в которых последних 10 лет никто не жил. Гаражи завалены хламом, во дворе трава в мой рост, в комнатах никакой мебели. Я понимал, что работы предстоит нам очень много, чтобы привести все в порядок. Но все равно в голове уже согласился там жить. Хрен с ним, справлюсь. И вот мы выходим во двор. Собственница дома что-то там на польском рассказывает, спрашивает, какие у нас заработки. Жена отвечает, что больше 10 000 злотых. А я увидел кущик щавеля, сорвал пару листиков и начал жевать. Вы бы видели глаза хозяйки. То ли поляки вообще не знают об этом продукте, то ли конкретно эта женщина не поняла, что происходит, но для нее мы были дикие украинцы. Зарабатывают больше 10 000 злотых и траву с огорода едят. В общем, досмотрели мы дом и сообщили, что готовы снимать, готовы давать задаток. Но тут уже собственница ответила, что ей еще надо посоветоваться с мужем по поводу нас. Это нас и спасло.
Пока она решала, стоит нас или не стоит селить, мы с женой посоветовались, плюнули на эту идею с домом и сняли огромную трехкомнатную квартиру. Да, жене пришлось хорошо попотеть, чтобы найти такой вариант. Нам все равно пришлось заплатить провизию риэлтору. Жена столкнулась с кучей тонкостей в аренде недвижимости в Польше, но мы переехали в очень хорошо и что не в дом. А в старой нашей квартире продолжил жить мой отец, а со временем я перевез и маму. Я продолжаю закрывать цели. Там и польский подтянуть было, и путешествовать по Польше, что перевыполнил, и с парашютом прыгнуть. Даже питомца себе купил, хоть это и не было целью марафона. Просто если у всех там кошечки и собачки, то почему бы не завести змею? Тем более, что в Украине у меня жил питон. Я нашел огромный террариум в 3 раза дешевле рыночной цены, а с ним в комплекте шла миленькая змеючка, 1,60 м в длину. Следующей амбициозной целью было сменить автомобиль. У меня глаз упал на Audi TT. Но жена не воспринимала маленькую машинку, мол, будет второй ребенок и надо что-то побольше. Я выставил свой кабриолет на продажу, написал посты в группах, даже не пришлось выставлять на OLX. Как мне позвонил знакомый и попросил не продавать, что он заберет. Без машины я уже не мог, к хорошему-то быстро привыкаешь. Времени выбирать хороший ТТ не было, и я согласился с женой, что надо джип. Мы поехали на Комис и купили Kia Sportage, выложив все деньги, которые у нас были в накоплениях. Да, это было рискованно, но я знал, что как-то дозаработаем еще. И тут мы не прогадали. Машинка не тянула финансовых затрат и вполне закрывала наши потребности. Начал я думать, какие боли есть еще у иммигрантов. Если вопрос работы я людям закрывал, помогая им устроиться на работу в доставке, то вопрос с жильем у нас стал очень проблематично. Риэлторы берут 100% от стоимости аренды, плюс еще 23% налога. Кто не берет процент, тот берет сталую сумму. Но меньше чем за 1000 злотых даже жопу не подымет. И эти услуги-то совершенно некачественные. Никто не дает гарантию, что ты будешь жить в этой квартире. Никто особо не торгуется, мало кто читает тот договор. Тебя хотят наебать, пока у тебя есть деньги. Я поездил и повстречался со всеми известными риэлторами Познани и понял, что там совершенно нет за что платить такие деньги. Моя жена, когда мы месяцами перебирали квартиры, чтобы найти нам жилье, то узнала больше о рынке недвижимости, чем те риэлторы с крутыми офисами, к которым я ездил на встречи. А мое умение договариваться, торговаться, вести переговоры, слово держать в конце концов, нести ответственность за поступки были прям на уровень выше тех специалистов, с кем пришлось познакомиться. Плюс я ж, конечно, похвастался в соцсетях той квартирой, которую жену нашла. И несколько ребят обратились за помощью им помочь арендовать жилье. Жена находила им шикарные варианты, выторговывала скидки. Я решал вопросы с документами, если вдруг собственник боялся сдавать иностранцам. Это все снималось на камеру, выкидывалось на канал, что создавало еще больший спрос на услуги жены. У меня на работе произошло несколько метаморфоз, но я всегда находил решение вопросов так, чтобы это приносило мне еще больше денег. Например, в какой-то момент начальству не понравилось, что мне так много платят, а я в офисе почти не появляюсь. Они-то и результат видели, но внутри их что-то мучило, что, мол, ну как это, заехал раз в неделю в офис и такие деньжища получает. И вот на очередном собрании мне сказали, что денег больше нет мне платить. Я давай разбираться, что как это нет, ну вот же результат, вот же доходы, ну вот мои действия ранее до сих пор приносят результат, не жадничайте. Тут мне начали пытаться объяснять, что результат не дает столько дохода, чтобы платить мне ставку, не заслужил, мол, шаблонное мышление начинающего предпринимателя. Я говорю, ок, отлично, это то, что я хотел в начале нашего сотрудничества. Платите мне тогда не ставку, а процент от тех денег, которые я приношу фирме. Честно? Честно отвечают. Даже не взглянув на цифры, на результаты и на выплаты. На этом и договорились. Только вот процентом получалось даже больше, чем голой ставкой. Я-то считать умею хорошо. Это отсылка к моему образованию. Меня учили, что существует всего один способ заработать деньги. Это сделать деньги другому. И пока я тебе делаю деньги, то перестань считать мой кошелек. Написать одну статью стоит 1 злотый. А научиться так писать статьи, чтобы приносило доход, стоит десятки тысяч долларов, вложенных в обучение и годы опыта. И когда я за час работы делаю денег больше, чем учредитель компании зарабатывает за день, то это уникально и стоит премии,
а не значит, что мне надо порезать ЗП. Кстати, я не копирайтер. В общем, забегаю вперед, скажу, что мы таки разорвали трудовые отношения с этими ребятами и заключили партнерские в конце концов, но об этом позже. Все было хорошо. Жена родила мне дочурку. Кстати, роды были полностью бесплатные. Все УЗИ, процедуры, консультации, все покрывала страховка. Начиная с 10 недель и вплоть до самих родов, жена ушла на L4. Это типа декретный больничный, при этом ей продолжали платить зарплату. Финансовая машина запущена и приносит дивиденды за ту работу, которую я делал когда-то. Времени просто вагон. Наверное, о такой жизни я и мечтал когда-то. Хорошая машина, просторная квартира, сын и дочка. 24 часа в сутки я мог проводить с семьей, а денег приходит больше, чем затрат на все наши нужды и желания. Я покупаю себе 10-й iPhone, жене 11-й Pro. В прошлом видео мне хорошо прилетело в комментариях, когда я говорил, что в Украине мне пришлось с десятки спуститься на 7. Ну, вот мы и восстановились. Людям тяжело, это для понимания. Думают, что это понты. А я знаю, что с хорошим телефоном в руках можно выстроить финансовые потоки, не поднимаясь с дивана. Мы много путешествуем, хотя пока еще по Польше. Причем больше спонтанно. Едешь куда-то и тут мысля, а погнали во Вроцлав? Или ребенок скажет, что хочет прогуляться, и я разворачиваю машину и едем в Дейли Парк. В какой-то момент и пришло это переосмысление жизни. Вот все у меня есть, и что дальше? О чем мечтать? Квартиру я себе не хотел. Ну, за наличные купить я еще не мог, а влезть на 20-30 лет в долги, чтобы жить хуже, чем живу я сейчас, я явно не хотел. Я только-только купил себе джип, который был верхом мечтаний. Но как-то гуляя с семьей, я подумал, а почему бы не купить Porsche? Эта мысль меня зажгла. На это можно было бы собирать, и Porsche можно было бы взять сразу, за наличные, не загоняя себя в кредиты. Я посмотрел на доходы, на сбережения, грубо прикинул и понял, что если хорошо постараться, то за полгода работы в Польше я смогу себе взять Porsche. От одного названия захватывало дух. Наверняка я буду первым блогером на Porsche. Цель поставлена. Только я подумал о том, что жизнь наладилась, как вдруг мое начальство что-то там между собой не поделило и решили разделить компанию. Ко мне подошел один из учредителей и сообщил, что сейчас нужно будет начинать все с нуля, что зарплаты не будет, причем неизвестно сколько. Я согласился продолжать работать без денег, на перспективу. Какой-то там небольшой процентик после разделения-то у меня остался, но и его платить мне не могли, так как появилось много затрат. Договорились, что пока будут записывать его в блокнотик, а рассчитаются, как компания выкарабкается. Без зарплаты уже собирать на мечту тяжелее. Так как жена родила, то она уже снимается с больничного L4, и ей Amazon тоже перестает дальше оплачивать зарплату. Это еще один удар по семейному бюджету. Глова давно отменили бонусы за приглашенных людей. Какие-то там мелочи еще капают, но никакого отчета от Глова добиться нельзя. И как-то отследить, за кого какой бонус пришел, просто нереально. Остается бонус от Uber, за который плюс-минус, можно было жить. Но в декабре все курьеры получают письмо, что Uber пересмотрели политику своей компании и решили больше не платить деньги за приглашение. Конечно, я не перестаю помогать мигрантам с этой работой, она все равно приносит больше денег, чем склады там всякие. Только теперь мне за это уже никто не платит. Прямо перед Новым годом у нас было собрание, и мне сообщили, что даже тот маленький процент от дохода, который остался после разделения, даже на карандаш, уже платить не могут. Затраты превышают доходы, и еще большие долги компания залазить не может. В общем, дальше могу продолжать работать, но не на перспективу, а как волонтер за спасибо. В общем, как говорил москальский классик, денег нет, но вы держитесь. Вот так я встретил Новый год. Задача стояла нелегкая, но планы менять не хотелось, нужно срочно что-то придумать. Начался 2021 год. Бонусов нет, зарплаты у меня тоже нет, доходов с больничного жены уже нет, а доходов с декрета нет еще. При этом новорожденный ребенок на руках и большая трехкомнатная квартира, за которую приходят платежи за аренду. Нужно было срочно что-то думать. У одного моего знакомого была компания, которая оказывала целый спектр услуг для мигрантов, начиная от банальных документов типа получения песеля, заканчивая юридической защитой в суде или во всех вопросах открытия и сопровождения бизнеса.
ну или покупки недвижимости. А у меня было много запросов от друзей и подписчиков на оказание той или иной услуги. Договорился я на встречу 4 января. Длилась она минуты 3. За январь я сделал очень хороший поток клиентов. В феврале мы подключили еще несколько проектов. Жене выплачиваю декретные сразу за 3 месяца. И я начинаю подсчитывать, что впрочем-то можно уже выставлять Sportage на продажу, и как только продам, то мне уже хватит на Porsche. Подсчитываю я вслух при знакомой. И она мне выдает, что давно мечтала о джипе и предлагает забрать мой прямо сейчас. От рождения мысли до устного договора о продаже прошло минуты 3. И уже на следующий день мы подписали договор купли-продажи. Собрав все свои деньги, что были, еще и $200 одолжить пришлось, я еду на другой конец Польши и покупаю мечту. Да, я знаю, что это очень глупо брать машину, еще и такую, за последние деньги, но я верил, что и в этот раз не прогадаю. Так и получилось. Обычно эйфория от нового авто проходит за пару недель, но я до сих пор кайфую, как в первый раз, каждый раз, когда сажусь за руль своего Кайена. Он, назло хейтерам, не ломается, а плановый сервис не такой уж дорогой, как меня пугали. Закрыв в очередной раз источник базового дохода, появилось немного больше времени уделять YouTube-каналу, помощи мигрантам и подписчикам. Канал развивается, все больше людей ежедневно пишет по разным вопросам. Кому-то еще только с визой нужна помощь, кому-то квартиру помочь снять, кому-то работа нужна, а кому-то уже и карту побыта помочь оформить. А также вопросы и ситуации нестандартные, решения которых нет в открытом доступе и в сети. Особенно белорусы сейчас хорошо понимают, о чем я. Пока хватает сил и времени помогать всем. Пока помогаю бесплатно. Под каждым видео есть реквизиты помощи каналу, но если не напомнил закинуть монетку, то и подписчики забывают, что энтузиазма у меня надолго и на всех не хватит. При этом я продолжаю кататься в доставке. Это действительно прикольно смотрится на Porsche. Это классная работа и приносит хорошие деньги. Помогаю всем желающим, неважно с какой страны человек, устроиться и познать все радости и тяготы этой работы. Хоть бонусы уже не платят, но мало ли, что у них там поменяется, то ссылки для регистрации будут в описании. Если ты находишься не в Польше, то пиши в личные сообщения, помогу по любых вопросах, связанных с переездом. Небольших денег приносит Google реклама с YouTube канала, а также иногда рекламодатели заказывают разные интеграции. На детей с рождения и до 18 лет Польша платит помощь родителям, ну и Тане страховка выплачивает декретные, пока дочка еще совсем маленькая. Вот такие у меня доходы. Если брать каждый из наших источников дохода, то он получается маленьким, но если собрать их все вместе, то лопатой, конечно, денег не гребу, но могу позволить себе жить так, как живу. Наступил май. В мае у нас 2 памятных даты. Это мой день рождения и ровно 2 года, как мы переехали в Польшу. В мире еще карантин, но путешествовать уже очень хочется. А Польшу мы за этих 2 года объездили и вдоль, и впоперек. Турция вышла на 4 место в мире по количеству заболеваний на COVID. Интересное приключение, подумал я. Жена нашла агентство, мы позвонили девочке, она втихаря открыла офис, так как еще был запрет на работу, и мы без света подписали документы. Летать можно свободно, но нужен только тест. А это отдельный разговор. Потому что тесты на антиген вроде как не подходят для Турции, только ПЦР, да еще и с переводом на английский. А на самом деле их вообще никто не спрашивал, туркам совершенно похер. Я начитался, что у турков очень строго с масками. Но никто с туристов ни в отеле, ни в городе маски не носил. Персонал носил на бороде, людей почти нету, очередей в бар или на кухню нету, море чистое, развлечений валом. Русских в Турцию не пускают, и отдыхали мы с поляками и немцами. В общем, во время пандемии куда-то лететь одно удовольствие. Как вы помните с первой части «Год в Польше», на эмиграцию нас смотивировали 2 сестрички, которые работали на обычном заводе в Польше и могли себе позволить по 2 раза в месяц летать отдыхать. Тогда это казалось нереальным. И вот жена у меня работает на складе Amazon, а я работаю в доставке Glovo. Мы прилетели с Турции и через месяц собираемся в Грецию. А как только получим вид на жительство на 2-го ребенка и карантинные меры в мире уберут, то мы будем летать отдыхать каждый месяц, это точно. Отсутствие границ и наличие лоукостеров очень этому способствует, обычному польскому рабочему.
Подводя итог, за этот год в Польше у нас появился второй ребенок. Я поменял 3 автомобиля, из Пыжика дорос до Порше. Мы сменили жилье и переехали в огромную трехкомнатную квартиру. Мы объездили все большие города Польши, побывали в горах и на Балтийском море, побывали одной ногой в Чехии, отдохнули в Турции. Я прыгнул с парашютом, а жена регулярно посещает салоны красоты. А главное, что 24 часа в сутки я могу проводить с семьей. Конечно, есть и минусы, и недоработки за этих 2 года. Мой английский без практики потерял свой уровень. Мой польский желал бы лучшего. Я все еще не разобрался в инструментах инвестирования, и отдыхать я могу себе позволить пока в Турции да Греции, а не США или Мальдивы. Но все впереди. Если ты не подписан на канал, то подпишись, и про все эти события я более подробно снимал на протяжении этого года. А если подписан, то как обычно, лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А пока мы были в Турции, пришли результаты грин-карт в США. И на этот раз мы не выиграли. А раз наша поездка в США откладывается еще минимум на год, а деньги куда-то инвестировать нужно, то мы с женой сели и подумали, что может таки купим квартиру к концу года. Хотя я не особо вижу в ней потребность. Но много кто в комментариях писал, что все мои достижения это херня, если нет квартиры. Так почему бы не купить? Как инвестицию, чтобы еще больше позлить хейтеров. Вот так прошел 2 год на чужбине, как мне в комментариях пишут. Вот только на родине я и мечтать об этом не мог. Душа у меня все равно тянется к Штатам. Спасибо тебе за то, что досмотрел до конца. Если нужна какая-нибудь помощь тут или с переездом, то смело пиши мне. Чем смогу, тем помогу. Все контакты в описании к этому видео, да и ко всем остальным видео. До встречи в Европе. Пока.